Прежде чем начать, мне кажется правильным сделать некоторое отступление. Сегодняшний разговор родился из несостоявшегося спора со многими русскими филологами, переводчиками, литературоведами, которые привыкли ставить Дон Кихота и Одиссея в один ряд, говорить о них через запятую, как о двух хитроумных странниках. Мне представляется, что такое сравнение не только поверхностно, но оно еще и относится к сравнениям того рода, которые могут оскорбить и возмутить сразу обоих участников, мол, как меня вообще можно сравнивать с этим? Это как если Бродского сравнить с Евтушенко или Набокова с Достоевским. Конечно, Одиссей и Кихот обречены оказываться рядом, потому что они олицетворяют два главных странствия европейской литературы. Однако в их случае за единством формы скрывается противоположность содержания. Дон Кихот не просто не является наследником или перевоплощением Одиссея. Дон Кихот практически во всем анти-Одиссей. Именно об этом мы сегодня и поговорим. Меня зовут Армен Захарян, и с вами литературоцентричный канал Армен и Федор. Здесь, в нашем узком кругу кихотистов и одиссея-патов, сегодня мы столкнемся с настоящей магией. Мы попробуем перенестись в то единственное место, где они могли бы встретиться, и представить, какой могла бы быть эта встреча. Ранее я уже говорил отдельно о каждом из них, на канале есть выпуски о том, что значит быть Одиссеем и что значит быть Дон Кихотом, так что если вы хотите получить от нашего сегодняшнего разговора максимальное эстетическое удовольствие, то я рекомендую послушать сначала их. Итак, Дон Кихот и Одиссей. Было бы ошибочно отрицать, что есть ряд очевидных признаков, которые их объединяют. Они оба воины. Одиссей – царь и предводитель войска под Троей, Дон Кихот – рыцарь. Оба постоянно оказываются в сложных ситуациях и ищут из них выход. Оба герои действующие, их не устраивает статус-кво, они активно влияют на окружающий мир. Наконец, оба были прозваны хитроумными. Но это совпадение наблюдается только в их русских инкарнациях. На родном языке Сервантеса Дон Кихот всегда «инхеньосо» – хитроумный, тогда как Одиссей даже в самом тексте Кихота «пруденте» – здравомыслящий. Словом, все эти совпадения не более чем сходство костюма. Главное, что объединяет Одиссея и Дон Кихота, они странствуют, находятся в постоянном движении. Но именно из этого сходства и начинаются сущностные различия. Знаете, почему знаменитого хоббита Бильбо Бэггинса из сказки Толкиена нельзя поставить в один ряд с Одиссеем и Кихотом? Потому что его история — это про туда и обратно. Дон Кихот — это только туда, Одиссей всегда обратно. Весь смысл странствия Одиссея в возвращении домой — это то, что греки называли словом «ностос». Суть движения Кихота прямо противоположна, он стремится вырваться из дома, выйти в мир, зайти как можно дальше. В этом смысле Дон Кихот выбирает то, что те же греки называли «клеос» — «слава», и противопоставляли «ностосу» — «возвращению». То есть Одиссей и Кихот оба движутся, но в противоположных направлениях. Таким образом, они с самого начала оказываются развернуты лицом друг к другу, с одинаковой силой движения, но разными векторами ее приложения они сближаются. Однако, если Дон Кихот горцует из точки А в точку Б, а Одиссей в это же время отплывает из точки Б в точку А, то что произойдет? Верно. Рано или поздно они встретятся. И мы даже знаем, где. Но это будет позже. А пока на самом старте, на максимальном отдалении друг от друга, Кихот и Одиссей более всего похожи. Они оба сидят в заточении. Один на острове нимфы Калипсо, другой в своем доме за бесконечным чтением рыцарских романов. Однако даже род их заточения уже различен. Одиссей томится телом, Дон Кихот – разумом. И так как противоположности притягиваются, их начинает толкать навстречу друг другу. И чем больше они сближаются, тем меньше у них общего. Дон Кихот предельно серьезен во всем, что делает, а потому бесконечно смешон. 2 долгих тома над ним потешаются все, кому не лень. Один из героев скажет: «Польза от Дон Кихотова здравомыслия не может идти ни в какое сравнение с тем удовольствием, которое доставляют его сумасбродства». Одиссей частенько подшучивает над окружающими,
но не дай Зевс кто-либо подшутит над ним. Дон Кихота все время бьют. Его закидывают камнями, сажают в клетку и многократно избивают, ему расцарапывают лицо, а в одном из эпизодов практически распинают на кресте. Одиссей же неуязвим. Он попадает в пещеру к Циклопу, проходит между Сциллой и Харибдой, терпит кораблекрушение, теряет спутника за спутником, но выходит из поднимаемой Посейдоном воды относительно сухим. В решающий момент никому не удается не то что побить его, а хотя бы в него попасть. Дон Кихот легковерен. Его все время обманывают, ему постоянно врут, им бесконечно манипулируют на потеху публики. Одиссей же осторожен и расчетлив. Он не верит никому, более того, сам обманывает всех. Он лжет, притворяется, выкручивается и мимикрирует. Наивный Дон Кихот однажды скажет: «Нельзя и не должно называть обманом то, что имеет благую цель». Для Одиссея цель всегда оправдывает средства. Кихот самоуверен и заносчив. До определенного момента ему полностью чужды сомнения. Одиссей бывает высокомерен, но в целом он гораздо более трезво оценивает себя и свои силы. Ему свойственно сомневаться. Из этой трезвости Одиссея и заносчивости Кихота проистекает другое различие. Одиссей предельно приземлен, Кихот предельно возвышен. Он все-таки рыцарь. Он говорит о чести, доблести и храбрости. Конечно, его храбрость чаще всего смехотворна, но в клетку со львами он входит по-настоящему. Одиссей же гораздо чаще говорит о желудке. У Гомера за всю Илиаду все герои вместе взятые упоминают власть желудка над человеком реже, чем это делает один единственный Одиссей в своем персональном эпосе. Каждый раз тирада о желудке начинается с того, что страдание — это, конечно, ужасно, и заканчивается тем, что «но нет ничего подлей, чем наш ужасный желудок, и неплохо бы перекусить». Главная ирония данного сравнения, конечно, в том, что Одиссей здесь не просто антикихот, который постится и питается дикими желудями. Одиссей здесь вылет из Санчо Панса. Дон Кихот очень плохой стратег. Как начальник он настоящая катастрофа. Под его руководством Санчо, мечтавший стать губернатором, становится форменным посмешищем. Одиссей – прирожденный военнокомандующий, харизматичный, расчетливый и жестокий. Под таким начальством и смерть красна. Одиссей многоумный, Дон Кихот безумец. Одиссей царь, Дон Кихот юродивый. Одиссей ветхозаветный бог-каратель. Дон Кихот новозаветный Христос. Так, являясь полными противоположностями, они приходят в одну точку. Нас не предупреждали об этом в школьных учебниках, но маршрут из А в Б и обратно проходит через ад. И Одиссей, и Дон Кихот спускаются в загробный мир. И это, конечно, единственная возможная точка встречи на их маршруте. Для Одиссея это схождение в царство мертвых, для Дон Кихота спуск в пещеру Монтесинус. Но даже в этом герои остаются собой. Одиссей отправляется в Аид по неволе, потому что ему не предлагается иных средств для достижения искомой цели. Когда он узнает о необходимости отправиться в подземное царство, его реакция описывается Гомером как «долго в постели катался и плакал». А первый вопрос после рыданий был «и кто же меня туда проводит?». Дон Кихот же спускается в пещеру Монтесинус добровольно, без сопровождения и предварительных условий, потому что Кихот мнит себя героем, а герою пристало испытание. Уже перед самым спуском он замечает, что они с Санчо забыли взять колокольчик, которым можно было бы подать знак наверх, и это отличный повод, чтобы отложить приключения. Но рыцари не отступают. Встреча должна произойти, и Кихот спускается в пещеру. А дальше происходит самое страшное. Одиссей не приходит. По всем расчетам, по логике событий, по наследованию героического опыта он должен был быть там. Но Одиссей человек практичный. Он отправляется в царство мертвых за прорицанием старца Тиресия. Безумец Кихот его не интересует. На дне сырой пещеры в непроглядном мраке рыцарь остается один.
И именно тогда он впервые сталкивается с собственным неверием в собственное безумие. Стоя в кромешной тьме пещеры Монтесинос, Кихот задумается: если здесь нет Одиссея, то, может быть, и всего остального, замков и великанов, принцесс и островов, тоже не было. В загробной точке пересечения их маршрутов Одиссей смело разворачивает свой корабль навстречу новым испытаниям, оставив самое страшное позади. Для него ничего не изменилось, ведь Аид Одиссея материален, и самое рациональное теперь просто продолжать придерживаться своего плана, чтобы не пришлось чего доброго лезть в ад во второй раз. Но что Одиссею хорошо, то Кихоту смерть. И после прохождения этой точки невстречи он начинает сомневаться. А в картине его фантазий появляются пятна здравого смысла, губительные для безумца. Кихот начинает теперь топтаться на месте, с нарастающим страхом вглядываясь в себя. Его путешествие становится странствием по тем закоулкам сознания, куда ему не стоило бы заглядывать вовсе. Теперь их пути уже никогда не пересекутся. Каждый выходит из своего загробного царства обновленным и уходит своей дорогой. Одиссея ждут впереди новые испытания, но после — триумфальное возвращение, верная жена, любящий сын и расправа над врагами. А вот Дон Кихот закончит свой путь рыцаря, называвшего себя безрассудным и дерзновенным, говорившего о себе: «Я вступался за униженных и выпрямлял кривду, карал дерзость, побеждал великанов и попирал чудовищ, и нет такого превышающего человеческие возможности подвига, которого бы я не совершил». Вот этот дерзновенный безумец закончит свой путь, пожалуй, самой грустной оценкой, к которой он мог прийти. Я не знаю, точно ли я хороший. Одно могу сказать, что я и неплохой. С вами был Армен Захарян. До следующей встречи.